Доброе утро, зрители Stop Game! Всем, кто ест, приятного аппетита! В эфире Инфакт. Создатели инди-игр решили выступить на поприще больших издателей с их популярными презентациями и организовали презентацию дома под названием The Triple I Initiative. Вот прошел первый эфир этой презентации, где представили более 30 игр. Сейчас расскажу о некоторых. Показали трейлер The Rogue Prince of Persia. Это роуглайт с быстрой боевкой, которая, видимо, очень похожа на то, что есть в Dead Cells. В том числе потому, что игру делают соавторы Dead Cells из Evil Empire. Издает игру Ubisoft, а старт раннего доступа намечен на 14 мая. В Пёржу можно будет сразу залететь через Steam. Показали Slay the Spire 2, продолжение хитового карточного рогалика от Megacrit. Что добавят? Новые карты и персонажей, новых врагов, новых боссов. В общем, навалят щей побольше. Игра разрабатывается на новом движке, так что внешний вид будет сильно отличаться от первой части. А еще поддержка модов появится, что очень круто. Ждите старт раннего доступа когда-то в 2025 году. Шутер о Микки Маусе! Что тут еще добавить? Шутер о Микки Маусе. В геймплейном трейлере показали крюк-кошку, вертолет и шпинат-усилитель. Запуск ожидается в следующем году. Vampire Survivors получит кроссовер с Contra уже 9 мая. В нем добавят 2 десятка новых пушек, 11 персонажей, уровни, музон из Contra и взрывоопасно-дурашливое приключение на 6 глав, чтобы не скрывалось за этим описанием. А еще игра выйдет на PlayStation. Дальше по кроссоверам. V-Rising получит коллабу с Castlevania. В роли вампира вам предстоит дать отпор Саймону Бельмонту. Надеюсь, что фанаты Каслы узнали это имя. У коллабы будет 2 кусочка. Один бесплатный, там можно подраться с Бельмонтом и залутать его оружие. А в платной части вам дадут много тематического косметоса. Коллаба выйдет 8 мая. Отмечу также игрушку с очень благозвучным названием РКГК Ракугаки. Это трехмерный платформер, где вам предлагается стать графистом в антиутопическом городе будущего. Нужно паркурить, задействовать краску главной героини и искать всякое спрятанное по углам карты. Выйдет в Steam этим летом. На презентации показали еще несколько интересных проектов и обнов. Там и градостроительный симулятор про поселение на склонах гор, и обновление Palworld, и новый режим для Darkest Dungeon 2. По ссылке в описании можете перейти на сайт и все подробно изучить. Инсайдер Джефф Граб решил навести суету в инфополе и устроил заочный спор с Electronic Arts на тему ремейка Dead Space 2. Журналист заявил, что ремейк второго «Мертвого пробела» был в производстве, но из-за средненьких продаж ремейка первой части его решили отложить на полку. Обновлением Dead Space занималась студия Motive, и буквально на днях стало известно, что именно ее привлекут к работе над Battlefield. Внутри команды сформируют новое подразделение, которое будет помогать в разработке батлы. Основная часть коллектива работает над экшеном о Железном Человеке, если что. И вроде все сходится. Граб говорит о заморозке ремейка, а студию, которая должна была им заниматься, переводят на другой проект. Но тут выходит EA и заявляют, что слух, цитата, не имеет под собой оснований. Чем же ответит Джефф Граб? Наверняка узнаем уже совсем скоро. Ремейк Prince of Persia The Sands of Time все еще находится на ранних стадиях производства. Об этом заявил инсайдер Том Хендерсон. По его сведениям, Ubisoft Montreal отказалась от наработок коллег из офисов Пуне и Мумбаи и тупо начала все заново. Еще он поделился некоторыми закулисными деталями разработки. Во-первых, билд тайтла выглядит очень сыро. Местами не хватает текстуры ассетов, из-за чего кажется, что игра еще очень далека от релиза. Во-вторых, все рекламные материалы игры отныне не имеют смысла, ведь проект переделывается с нуля. Не то что анимации захвата движений перезаписывают, но и сюжет полностью изменили. В-третьих, Юрий Лавенталь, актер озвучки оригинального принца, не вернется к роли в ремейке. В целом, команда выбрала более реалистичный подход к разработке. Игре обновляют графику, добавляют новые анимации, механики для паркура и сражений и так далее. Возможно, обо всем этом мы узнаем уже совсем скоро от самих авторов. Сразу несколько источников предположили, что команда поделится новостями в ближайшее время. На днях в интернет попало совместное фото руководителя Blizzard и NetEase. Вторая компания занималась распространением игр Близов на территории Китая, но в конце 22-го гиганты что-то не поделили и разошлись. На фото, видимо, запечатлен примирительный ужин. Долго разгадывать смысл фото не пришлось. Уже на следующий день стороны объявили о возвращении метелицы в Китай. World of Warcraft, Hearthstone и второй Овер снова станут доступны в Поднебесной.
да и некоторые другие игры Близов тоже. Возвращение на рынок запланировано на лето 2024 года. Согласно официальному заявлению, переговоры длились на протяжении целого года. Чтобы 2 раза не вставать, Microsoft Gaming заодно договорилась с NetEase о портировании новых игр последней Xbox на другие платформы. Компании уже объединяли усилия для выпуска Naraka Blade Point на боксе, причем игра тогда и в Game Pass попала. На возвращении в Китай новости о Blizzard не заканчиваются. Компания анонсировала релиз дополнения Cataclysm для классической версии Вовки. Игрокам следует приготовиться к возвращению аспекта смерти и черного дракона Смертокрыла, который жаждет разрушить Азерот. 1 мая выйдет обновление-тизер «Раскол Азерота», а через 3 недели, 21 мая, стартанет и сам Катаклизм. Подробно про эту и другие анонсированные обновы можете почитать в заметке на сайте. Сериал по Fallout от Amazon наконец добрался до публики. Критики встретили его достаточно тепло. На момент публикации новости на сайте рейтинг Fallout на Metacritic составляет 76 баллов из 100, а Rotten Tomatoes показывает 91% свежести. Портал IGN назвал сериал одной из лучших экранизаций видеоигр. Авторы рецензий пишут, что сериалу удалось верно занырнуть в абсурдность, на которую и рассчитывают любители серии. Еще отмечают, что присутствуют достаточно жестокие сцены, которые, как и в играх, приводят к почти что случайной цепочке событий. Тем не менее, никакой сложной драмы в сериале, видимо, нет. Критики отмечают, что история не прыгает выше головы и просто развлекает. В отдельных отзывах можно прочитать и о том, что сериал как будто бы собран по чек-листу всех экранизаций. Он добавляет на фон много приятных деталей из знакомой вселенной, но не привносит практически ничего своего. Если успели глянуть хотя бы первую серию, делитесь отзывами в комментах, буду рад почитать. На сегодня у меня все, но не стоит расстраиваться, ведь StopGame.ru завален интересными материалами. Проверьте, может вы пропустили что-то особенно крутое. Жмите лайк и хорошего вам четверга. Пока!